Как избавиться от папиллом? Папилломавирус является вирусом, которым болеет 386 миллионов человек на всей планете Земля. То есть это одна, наверное, пятая всего населения Земли. Или 1/6 всего населения Земли. При этом 80% заболевания принадлежит женщинам. Склонность к женщин к папилломавирусу гораздо больше, чем склонность к папилломавирусу мужчин. В дальнейшем, когда вам ставят такой диагноз, как миома матки, папиллома матки, там, папилломоматоз такое есть, появляются папилломы, кандиломы, новообразования на веках, на шее, на теле и так далее. Это говорит о том, что вы являлись носителем папилломавируса, и в дальнейшем при снижении иммунитета папилломы появились и активно начали проявляться. Я считаю, что это очень часто является симптомом ожирения и инсулинорезистентности, то есть это когда повышенное количество инсулина у человека в крови, даже 0,1% повышения инсулина говорит о том, что человек болеет все-таки сахарным диабетом 2 типа и ожирением на его фоне. И в этот момент нужно человеку помочь сделать все для того, чтобы избавиться и от инсулинорезистентности, от сахарного диабета 2 типа, ну и в том числе от папиллом, которые есть на теле. Как убрать папилломы? Есть хороший народный способ, это йод, смешанный с чесноком. Берется один чеснок, из него достается сок или мякоть, смешивается с йодом, там, любые виды йода, которые продаются в аптеке, смешивается напополам ватным тампоном или ватной палочкой, делается аппликация, то есть смазывается папиллома. Обычно она исчезает на протяжении 3-4 дней, ну бывает, что неделя. Но это возможно в случае, если человек полностью убирает или переходит на диету, приближенную к кетоновой диете, максимально уменьшая количество употребляемых углеводов. И, естественно, там, меда по возможности тоже. Таким образом, можно избавиться в том числе и от внешних папиллом, и в том числе избавиться от папилломавируса. Очень хороший есть препарат в моей компании, он называется эмбрионазин, и второй препарат называется изотон спрей. Написала женщина, что болела герпесом, герпевирусной инфекцией Эпштейна-Барра. Данное заболевание герпеса является в нашей медицине, как правило, неизлечимой. То есть можно устранять только симптомы данного заболевания. Используя два наших спрея, эмбрионазин и изотоновый спрей, делая орошение ротовой полости 2 раза в день на протяжении 1 месяца, провела исследование, и оказалось, что больше она не болеет герпесом Эпштейна-Барра, и показатели Эпштейна-Барра М и GM и GA полностью исчезли. Они до этого были высокие, остались только GG.